Приветствую всех на канале, я Наталья, и сегодня мы с вами делаем вот такие медальоны. Покажу, какие заготовки я использую. Ткань я использую из обрезков, которые у нас остаются после работы. И, конечно, подробно расскажу все размеры и сколько штук страз уходит на раскладку. Этот вопрос мне часто задают. А сейчас приступим. Для сегодняшней работы я буду использовать вот такие пластиковые заготовки. Мне понадобится 2 штуки, 7,5 на 9,5. И буду обрабатывать я бархатом. У меня остаются отрезки, я никогда их не выкидываю. Вот именно для таких заготовок очень пригодится. На заготовке есть защитное покрытие, я его сниму. Оно как бы мне не надо, хотя можно и поверх клеить. Я просто вот так поддеваю и снимаю с одной стороны и с другой стороны. И она у нас остается прозрачная. Так, вот, когда надо, не зацепить. И вот заготовка как выглядит. И пока у меня нагревается пистолет, я одену кисточку, бусину на кисточку. Вот таким образом. Завяжу узел. Я всегда завязываю, чтобы лучше все это держалось, закрепилось бы внутри. И вот я подготовила. Также подготовлю бантик. Я буду использовать шаблон 8 сантиметров. Я просто беру вот так, обворачиваю вот таким образом. Лишнее отрезаю. Выравниваю, чтобы вот так ровненько у меня все. Чуть-чуть здесь оставляю, где-то 5 миллиметров. И бантик я сшивать не буду, я просто его закреплю, чтобы он у меня никуда не убежал. Вот таким образом. И снимаю с шаблона. Вот здесь у меня такой уголок ткани остался. Я укладываю заготовку и подклею вот тут верхушку. Наношу клей и просто подклеиваю. Даю закрепиться. Теперь, когда верхняя часть у меня подклеена, я натягиваю нижнюю часть достаточно так сильно и тоже подклеиваю. Даю закрепиться. У нас тут сильное натяжение, и теперь обрабатываю вот эти вот кончики здесь, в уголки. И сильно-сильно натягиваю, чтобы у нас все очертания вот тут были видны. С одной стороны и с другой стороны. Обрабатываем верхушку и затем вернемся к нижней части. Вот сильно-сильно натягиваем, чтобы все вот эти вот, все у нас очертания, вот на другой стороне все было красиво. Все у нас тут закрепилось. И теперь возвращаемся вот сюда. Наношу примерно 1,5 сантиметра клея и утягиваю вот так полностью по заготовке. И вот эти все складочки у нас все разравниваются. Вот таким образом. Заготовка плоская, очень удобно ее обрабатывать, легко и удобно. Вот у нас полностью все очертания видно. И так работаем, все подклеиваем постепенно с одной стороны, с другой стороны. Вот все эти обрезки у нас всегда уходят. Всегда все говорят, что у меня очень много обрезков. Как вы видите, я их всегда могу использовать. И здесь у меня еще немного осталось. Тоже все натягиваю и подклеиваю. Вот одна сторона подклеена. И теперь вторую. И продолжаю работу. Я все подклеила. И теперь ножницами вот так горизонтально укладываю ножницы. И все лишнее отрезаю. И тоже эти обрезки не выкидываю, так как они мне еще пригодятся. И вот что у нас получается. 2 заготовки у меня готовы. Здесь по возможности вырезаем все лишнее. Теперь я беру вешалку. Вешалку берем такой длины, которая вас устраивает. У меня это примерно 20-21 сантиметр.
и подклеиваю на одну из частей. Сложили красивой петелькой и подклеиваем. И на нижнюю часть заготовки мы подклеиваем кисточку. Я вымеряю, оставляю здесь примерно 1 миллиметр, наношу клей и подклеиваю ровно кисточку. Даю закрепиться. И также подклею вот этот хвостик. Можно вот так размазать, чтобы ничего не болталось. И прежде чем склеить нам заготовки вместе, я уже случайно склеила, пришлось оторвать. Мне надо внутрь приклеить бантик. Бантик я подклеиваю примерно на 5 миллиметров. Вот здесь опускаю его вот так вниз. Примеряю, укладываю. Конечно, можно его чуть-чуть подклеить, чтобы у нас он не разошелся. Все это будет спрятано внутри, не будет ничего видно. Вот он у нас держится. И примеряем. Выравниваем, смотрим, чтобы у нас все было одинаково. Если все нас устраивает, то подклеиваем. Просто наношу клей, и главное его зафиксировать, так как клей буду наносить еще по бокам, и все у нас подклеится. И даю закрепиться. Теперь я беру вторую часть, примеряю сначала. Вот здесь фиксирую пальчиками и буду подклеивать сначала нижнюю часть. И можно нанести вот так клей по краю. Главное здесь не зацепите бантик. Поэтому сейчас покажу, я это быстро сделаю. Вот таким образом. На самый край не наносим. И все подклеиваем ровно и зажимаем. Вот таким образом. И даю закрепиться. И пока у меня все подклеится, я могу подрезать края. И, конечно, обрабатываем огнем с одной стороны и с другой стороны. Здесь уже длина ленточек вы сами решаете, какая вам нравится. И, конечно, вот угол вот этот ленточки тоже. И когда у меня все подклеилось, вот я снимаю, посмотрите, как все ровненько, все подклеилось. И будем подклеивать стразовую цепочку. Здесь я буду использовать цепочку 2,5 мм и 2 мм. По краю здесь у меня будет 2,5, а на внешнюю часть 2 мм. Клей я буду использовать уху, он перелит у меня в аппликатор. И буду начинать подклеивать вот отсюда, сначала по краю, а затем я переведу вот сюда на середину. И наношу аккуратненько сюда клей, работаем очень-очень аккуратно. Вот прямо чуть-чуть на бантик и на сам бархат. И подклеиваю цепочку. Цепочка у нас смотрит вверх. Когда у меня здесь закрепилось, я наношу клей уже вот сюда на середину. Наношу достаточно много, так как половина клея он впитывается в бархат, а мне надо, чтобы цепочка хорошо приклеилась. И под натяжением подклеиваю. Придерживаю. Так, носик почистить. И наношу дальше клей. Дохожу до кисточки, подклеиваю. Даю закрепиться и затем только продолжу дальше клеить. Все укладываю. Прижимаю. Здесь вот эту изогнуто где. Даю закрепиться и только затем продолжу. Так как бусина большая, она немного цепляет цепочку, поэтому лучше подрезать, дать закрепиться и вот по новой здесь на второй части начать вот таким образом. Сверху у нас еще будет цепочка и все у нас будет прикрыто. Подклеиваем, даем закрепиться и продолжаем работу.
И что мы делаем дальше? Вторую часть цепочки мы будем подклеивать после того, как задекорируем верх. Иначе мы можем зацепить, не дать ей до конца закрепиться, и у нас как бы это все будет не совсем закреплено. И так как здесь плоская филигрань, она у нас не выгнута, то ее можно не подшивать, а приклеить. Поэтому я примеряю со своим вторым медальоном. Вот смотрю, насколько у меня выходит филигрань, и наношу на нее клей и приклею. Я ее выравниваю. Клей наношу на среднюю часть, вот эту внутреннюю. По краям не наношу клея, но наношу достаточно много, чтобы он немножко постоял, закрепился. У нас еще будет приклеиваться филигрань, камни, поэтому у нас все будет держаться отлично. Когда она выгнутая, то ее обязательно пришивать. В данном случае можно не пришивать. И вот так сверху приклеиваю, прижимаю и даю закрепиться. Чтобы это не держать руками, можно вот прицепить этими же канцелярскими скрепками. И отвечаю на вопрос, сколько страз, сколько штук и какого размера уходит вот на эту филигрань. 7 на 15, вот такие длинные 7 штук, 6 на 10, вот такие каплевидные с неровным дном, вот это неровное дно у меня, 2 штуки, и плоские 6 на 8, 14 штук. Именно вот здесь в этой раскладке на 2 страза больше, так как я добавила, а обычно вот идет вот такая раскладка на филигрань 35 на 80. И начинаю работать, буду использовать клей Е6000 для страз, и это моя любимая раскладка. На середину я прямо из тюбика здесь наношу, так как здесь много клея. Надо вот растягиваю по филиграни и наношу достаточно много. Приклеиваю стразы с неплоским дном, повторяю, с неплоским, потому что многие говорят, не плоское дно, не знаем, как приклеивать. Вот, клея у меня достаточно много, даю немного закрепиться, и сейчас эти камни я просто как на подушку их вот так вот кладу, и вы видите, они у меня никуда не скатываются. Они ровно лежат. Именно неровное дно, вот. И теперь поправляю все и даю немного закрепиться. И снова я беру прямо с тюбика, так как мне много клея, когда маленькие, вот сюда и вот сюда. И также мы будем поступать со второй стороны. Я просто сейчас хочу вам показать. Вот сюда камешек, вот сюда и вот сюда. И также мы поступаем со второй стороны. Теперь я буду использовать плоские камни 6 на 8. Вот теперь я уже зубочисткой наношу клей очень аккуратно. И вот так все тут декорирую. Все пустые места. И пока у нас все тут свежее, мы все пододвигаем. Если вы начинаете работать со стразами, какую-то выкладку делать, мы ее должны закончить. Иначе потом, когда клей закрепится, вы уже ничего никуда не подвинете. Поэтому вот пока все свежее, это делаем. Моя любимая раскладка. Добавим сюда. Палочку, вот вы видите, я беру клей, вот прямо вот так вытираю, накладываю и прокручиваю ее вот таким образом. Снова беру каплю и прокручиваю. И еще между ними еще немного клея добавлю еще по одной стразине, чтобы заполнить все вот эти пустоты.
И вот пока у меня все свежее, здесь можно все подвинуть. И здесь у меня еще одна стразина будет. Вот здесь. Приклею ее в обратном направлении. Вот таким образом. И также поступаем, декорируем вверх. И когда мы все подклеили, берем пинцет, пока все свежее, и все поправляем. Если где-то там чуть-чуть клея, все убираем и даем закрепиться. И теперь, когда у меня закрепилось, по краю вот здесь я сейчас буду подклеивать стразовую цепочку 2 миллиметра. Нанесла клей на край. Здесь я наношу клей вот на эту цепочку и немного на край именно заготовки. Просто подклеила, не видела, что не снимает. Обязательно здесь все придерживаем. Стараемся все ровно приклеить. Сейчас вот я вам покажу. Вот вы видите, на предыдущую цепочку и немного на край, чтобы у нас обе цепочки склеились вместе, и укладываем так, чтобы звенья смотрели вверх. Никуда не спешим, все так медленно, чтобы у нас все ровненько подклеилось. И каждому этапу мы даем закрепиться. Как мы поступаем здесь? Также наносим клей. Вот здесь у нас немного выгнуто. Доходим вот до края. Так, от клея потянулось что-то. Все укладываем аккуратненько. Так, наверное, тут лучше вот так положить. И двумя ручками доходим до вот этой верхушки. Все укладываем и даем закрепиться. Только потом продолжаем. У меня тут закрепилась кисточка у нас вот тут из середины, а именно вот эту цепочку мы подклеиваем вот по краю. Так, сейчас я, наверное, вот так. Вот именно по краю нам все надо подклеить. Именно вот где здесь вот эта выемка, надо именно подклеить и подождать. Не клеим дальше, а подождать, чтобы все закрепилось. Иначе она просто утянет цепочку, и она будет висеть в воздухе. И продолжаем работу. Все у меня закрепилось, и мои медальоны вот такие получились. Я очень довольна результатом. Надеюсь, вам урок понравился, был полезен, и вы узнали что-то новое. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.